Всем привет! Я довязала свою безрукавку, и в этом видео вы увидите подробный мастер-класс по ее вязанию. Но сначала я расскажу немного по пряже и по размерам. Я вязала из пряжи Alize Superlana классическая. Здесь 75% акрил и 25% шерсть. В 100 граммах 280 метров, номер цвета 28. Моя безрукавка связана на размер 52, и ушло пряжи у меня 380 граммов. Спицами вязала 3,5 миллиметра. Что касается размеров в сантиметрах. Длина безрукавки 70 сантиметров. Ширина я измеряла вот здесь 56 сантиметров. Высота проймы 24 сантиметра. И глубина, вот здесь пройма, ширина 8 сантиметров. Воротник, вот здесь я измерила 6 сантиметров. И глубину выреза без воротника также я измерила 13,5-14 сантиметров. Что касается узоров, я вязала ее снизу вверх. По длине узоров узор 21 сантиметр, затем резинка 19 сантиметров, и после резинки до конца вязания 30 сантиметров. Я вязала отдельными деталями, спинка отдельно и перед отдельно. Пройма у меня без обвязки. Как я вязала, это вы все дальше сможете увидеть. Здесь использовано, как вы видите, 3 вида узора. Это узор гусиные лапки, его называют. Резинка вот здесь 3 на 1, 3 лицевые, 1 изнаночная. И резинка 1 на 1 для воротника. Спинка вяжется ровно. Ровным полотном я вязала до пройм. И затем вывязала проймы, и дальше тоже ровным полотном. Здесь я не вывязывала вырез по горловине, но, как вы видите, вырез как будто есть. Это за счет того, когда мы сшиваем плечи, эти петли уже уплотняются, а эти остаются открытыми. И даже если вязать прямо, я это часто так использую, такой способ, все равно получается как будто есть. Так как мне нужен был воротничок стойка и не нужна была глубокая горловина, я не вывязывала, просто ровным полотном. Плечи я соединяла, тоже я показывала видео, дальше увидите, методом 3 спиц, как я люблю больше всего этот метод соединения. Очень хорошо смотрится, аккуратно. Для воротника петли по полочкам здесь набирала, а по спинке они уже были открытыми. Воротник уже привязан после того, как были связаны спинка, перед и соединены плечи. По боковым швам здесь я соединяла крючком. Вот даже трудно найти этот шов. Вот он. Идет этот шов. Нет, вот он. Вот видите, даже не сразу нашла. Его не видно. Ниточки не обрезала. Оставляю, когда стираю, я их заправила. Они заправлены, эти нити. И оставляю вот такие хвостики. Затем, когда постираю, уже обрезаю окончательно. Вот. Крючком по кромочным петлям соединительными столбиками. В видео тоже я это все показала. Крючок использовала 3,5 миллиметра. В общем, более подробно вы сможете все увидеть, как я это все вязала, посмотрев это видео дальше. Я связала спинку полностью и часть переда практически до пройм. Вяжется все
аналогично и спинка, и передняя часть, поэтому показывать я буду на передней части, а по спинке просто расскажу. Так, что касается узора. Вот этого. Раппорт узора в ширину составляет 4 петли плюс 3 петли для симметрии. В высоту вяжется 4 ряда. Повторяется 4 ряда. В ширину количество петель в раппорте меняется. То 4, то 6. Это я буду сейчас показывать все. Но расчеты необходимо делать, исходя из 4 петель раппорта плюс 3 для симметрии. Начинается вот 3, 4 и заканчивается 3. То есть количество петель должно быть кратно 4 плюс 3 в конце. Для расчета необходимо связать образец именно этим узором и рассчитать, сколько раппортов помещается в нужной вам ширине с учетом того количества петель, о котором я сейчас рассказала. Итак, сначала, как я сказала, расскажу просто по спинке и затем буду показывать все это на передней части. На спице я набрала 117 петель обычным набором. Длинный хвост называется. 117 петель — это 28 петель, 28 раппортов по 4 петли плюс 3 для симметрии. То есть у меня 29 вот таких дорожек. Количество дорожек должно быть нечетным. Если у вас будет разная ширина спинки и переда, то на спинке можно его сделать четным, но на передней части должно быть обязательно нечетным, так как здесь будет вырез, и одна дорожка, она уйдет на вырез. И чтобы одинаковое количество ушло на левую и правую сторону затем, именно поэтому количество этих дорожек должно быть нечетным. Итак, у меня их 29, всего количество петель 117. Первый ряд. Здесь вяжется один ряд установочный для узора по изнаночной стороне, провязывается, и он потом не повторяется. Этот ряд вяжется так. Вот я начала вязание и по изнаночной стороне провязала. Так, кромочная, 3 изнаночных, 1 лицевая. И повторяю: 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Довязываю до конца ряда 3 изнаночных, 1 лицевая, и в конце 3 изнаночные и кромочная. Вот эти петли для симметрии. Все, этот ряд один установочный, он в принципе такой же, как 4-й ряд узора. Я сейчас буду узор показывать. Ну вот он вяжется один, и дальше я его в количество рядов не учитывала. Провязала этот один установочный ряд, и дальше начала с 1 по 4 ряд повторять узор и провязала ровно 56 рядов. Это 14 раппортов по 4 ряда в высоту. Дальше я начала вязать резинку. Резинка 3 на 1. Над дорожками вяжется 3 лицевые, между дорожками 1 изнаночная. То есть 3 лицевые, 1 изнаночная. По изнаночной стороне узор вяжется 3 изнаночные, 1 лицевая. То есть все петли по узору. Итак, провязала резинкой 48 рядов. Здесь нет никаких убавлений, прибавлений, все вяжется ровным полотном. 48 рядов резинки 3 на 1 провязала. Дальше снова начала вязать узор. С 1 по 4 ряд провязала до пройм ровно 16 рядов. Это 4 раппорта по 4 ряда. Затем начала вывязывать проймы. На проймах я сейчас подробно останавливаться не буду, потому что точно так же проймы я буду вывязывать сейчас на передней части, и это я буду показывать. Всего на проймы я убавила с каждой стороны по 15 петель за 12 рядов. Таким образом, всего убавилось 30 петель. И дальше на оставшихся петлях я продолжила вязать ровным полотном на высоту от начала вязания
пройм. Шестьдесят рядов. 60 рядов — это 15 раппортов узора по 4 ряда в высоту. Здесь я никаких скосов плеч и выреза горловины не делала, просто все оставшиеся петли сняла на дополнительную спицу. После убавлений по проймам 30 петель было убавлено, осталось 87 петель, и провязав необходимую мне высоту, я эти 87 петель сняла на дополнительную спицу. И дальше я начала вязать переднюю часть аналогичным образом. Также набрала 117 петель, провязала один установочный ряд, так как я уже рассказала, как на спинке. Такое же количество рядов 56 узора. Затем провязала 48 рядов резинки 3 на 1. И до пройм на спинке я провязала 16 рядов. Здесь я сейчас провязала 12 рядов, то есть мне остался один раппорт узора в высоту. И сейчас я покажу, как вязать этот узор. Первый ряд узора. Кромочную снимаю. И дальше раппорт из 4 петель. Так, в начале 1 изнаночная. Из следующей петли мне нужно вывязать 3 петли. Для этого я завожу спицу за петлю, вот так внутрь, за петлю между 2 следующими петлями. Вытягиваю нить. Затем делаю накид от себя и провязываю эту петлю лицевой. Снимаю ее со спицы. Вот получилось 3 петли из 1 петли. Дальше 3 изнаночные. 1, 2, 3. И повторяю. Вывязываю 1 петлю из 3. Между 2 следующими петлями завожу спицу, вытягиваю нить. 1 петля, накид — это 2 петля, и провязываю саму петлю лицевой 3 петли. Все, петлю снимаю. И снова 3 изнаночные. 1, 2, 3. И так повторяю. 3 петли из 1, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 изнаночные. Так провязываем до конца ряда. В конце первого ряда также 3 изнаночные, 3 петли из 1 и 1 изнаночная и кромочная, так же как в начале ряда. Второй ряд. Здесь вяжем все петли по узору. Здесь в этом ряду теперь стало в раппорте уже не 4, а 6 петель. Значит, провязываем кромочная, 1 лицевая. И вот эти 3 петли, которые вывязывали из 1 петли, провязываем их изнаночными. 1, 2, 3. Провязываю все за переднюю стенку. 3 изнаночные, затем 3 лицевые. И снова 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые до конца ряда. Заканчиваю второй ряд. 3 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, кромочная. Третий ряд. Кромочную снимаю,
Следующие 2 петли нужно провязать вместе лицевой. Вот эту лицевую и изнаночную петлю. Если вы вяжете бабушкиными петлями и у вас петля лежит задней стенкой, то ее нужно будет развернуть передней стенкой. Я вяжу классическим способом, поэтому у меня все петли в каждом ряду лежат ко мне передней стенкой. Итак, провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевой. Вот так. 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевой. 1 лицевая. И следующие 2 петли нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я первую петлю снимаю, не провязывая, следующую провязываю лицевой и протягиваю через провязанную петлю. Снятую набрасываю на провязанную. 3 лицевые. Получилось кромочная, 3 лицевые, 1 изнаночная. И теперь мы вернулись к изначальному количеству петель. 4 петли, 3 лицевые, 1 изнаночная. И продолжаем так до конца ряда. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево, изнаночная. 2 вместе вправо, лицевая, влево, изнаночная. Повторяем до конца ряда. Заканчиваю 3-й ряд. 2 лицевой вправо, 2 вместе лицевой вправо, 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжется все петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Кромочную снимаем, идет 3 изнаночные, значит вяжем 3 изнаночные. 1 лицевая. И так повторяем до конца ряда. 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. И именно так провязывается, как вот этот 4-й ряд, именно так провязывается первый установочный ряд, который не входит в расчет петель потом. Он вяжется 1 раз в начале изделия. Установочный ряд под узор. Вяжем до конца ряда 3 изнаночные, 1 лицевая. Это последний 4-й ряд узора. Все 4 ряда провязаны, и так и повторяются эти 4 ряда. Их легко считать, их видно 1, 2, 3, 4. То есть сейчас я после резинки, так же как на спинке, до начала вязания пройм провязала 16 рядов, 4 раппорта по 4 ряда. И начинаю вязать проймы. Первый ряд пройм, дальше от начала вязания пройм я начала отсчет с 1-го ряда. И первый ряд пройм — это 1-й ряд узора. В этом ряду, в 1-м ряду, я закрою с каждой стороны по 4 петли. В начале ряда закрываю так. 1-ю кромочную снимаю, 2-ю провязываю лицевой и протягиваю ее. 1 петлю закрыла, еще раз лицевая, протяжка, 2 петли закрыла, лицевая, протяжка, 3 закрытой петли и следующая лицевая, протяжка, закрыла 4 петли. Дальше вяжу узор. Здесь из средней петли, вот здесь из 3 лицевых, из средней нужно вывязать 3, а по краям у них изнаночные. Значит, я после этой петли провязываю 1 изнаночную петлю. Дальше из следующей петли вывязываю 3 лицевые и продолжаю вязать 3 изнаночные. Вяжу по схеме 1-го ряда. 3 лицевых из 1 петли и 3 изнаночные. 3 лицевых из 1 петли, 3 изнаночные. Продолжаю вязать этот ряд до конца.
В конце этого ряда на предпоследней дорожке еще провязываем 3 из 1 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3. А в последней дорожке уже не провязываем 3 из 1, так как здесь эти петли мы будем закрывать. Здесь провязываем просто 2 лицевые и изнаночная, ой, кромочную не провязываем. Снимаем ее, не провязывая. Разворачиваю вязание. И также закрываю 4 петли. Кромочную снимаю, затем следующую петлю, которую провязала, снимаю и кромочную на нее набрасываю. 1 петлю закрыла. Дальше 1 изнаночная, протяжка, 2 петлю закрыла. Здесь можно по узору вязать. Лицевая, протяжка, 3 петлю закрыла, лицевая, протяжка, 4 петлю закрыла. Дальше провязываю 2 ряд узора по узору и 2 ряд пройм. Провязываем здесь и тут у нас 3 лицевые, 3 изнаночные. Вяжем до конца ряда. В конце ряда 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочную снимаем, не провязывая. Третий ряд. Так, кромочную снимаю. И здесь у нас идет узор. Значит, я эту кромочную, так вот так развернуть, не снимаю, а провязываю вместе, не кромочную, вернее, вот эту петлю вторую, провязываю по узору 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и только после этого делаю протяжку. Значит, 1 петлю закрыла. В этом ряду снова закрываю 4 петли. Затем лицевая, 2 петлю закрыла. Следующую петлю, следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. 3 петля закрыта. И 1 изнаночная. И также ее закрываю. 4 петля закрыта. Закрыли еще 4 петли. Дальше вяжем ряд по узору. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И повторяем до конца ряда. 2 вправо, лицевая, 2 влево, изнаночная. 2 вправо, лицевая, 2 влево, изнаночная. В конце ряда также по узору вяжем 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево и кромочную петлю снимаем, не провязывая. Вяжем 4-й ряд пройм, и здесь также закрываем 4 петли. 1 петлю снимаю и 2 петлю снимаю. Протягиваю, 1 петля. Дальше изнаночная, протяжка, 2 петля, изнаночная, протяжка, 3 петля, лицевая, протяжка, 4 петля. Еще 4 петли закрыла. Довязываю этот ряд до конца, повторяя 3 изнаночные, 1 лицевая. То есть над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Довязываю 4-й ряд. Так, лицевая, 3 изнаночных. И кромочную снимаю, не провязывая. 5-й ряд.
В этом ряду я закрываю 3 петли с каждой стороны. Первую снимаю, следующую тоже снимаю, протягиваю. 1 петля закрыта. Дальше лицевая, протяжка, 2 петли закрыта, лицевая, протяжка, 3 петли еще закрыла. И дальше этот ряд, 5-й ряд, вяжется как 1-й ряд узора, но в этом ряду я не буду вязать узор в 4-й дорожке от начала. 1, 2, 3, 4 и здесь в конце также в 4-й дорожке от конца. Ну, до конца я сейчас дойду и там покажу. Итак, вот 1, 2, 3 дорожка, вот 4-я идет, и на 4-й дорожке я узор 1-го ряда не вяжу, вяжу просто по узору. Изнаночная, три лицевые, изнаночная. И дальше я уже узор буду вязать. Следующая изнаночная. Дальше из средней петли вывязываю 3 петли, так как в 1-м ряду делали. И повторяю. 3 изнаночные, 3 петли из одной, 3 изнаночные, 3 петли из одной. Так, в конце ряда сейчас у меня осталось от бокового края 1, 2, 3, 4, 5 дорожек. И вот в 5-й от края я еще узор вяжу, то есть вывязываю 3 из одной. Изнаночная, изнаночная. А в 4-й дорожке, вот 1, 2, 3, 4, вот здесь, так же как в начале ряда, уже узор не вяжу. Просто 3 лицевые, 1 изнаночная. И в этой дорожке также не вяжу, потому что эти петли я сейчас буду закрывать. 3 лицевые и 1 петлю снимаем, последнюю не провязывая. Шестой ряд от начала вязания пройм закрываем так же, как в начале ряда 3 петли. Первую снимаю, вторую снимаю, протяжка. Дальше изнаночная, протяжка, вторую петлю закрыла и еще раз изнаночная, протяжка, закрыла 3 петли. Довязываю этот ряд по узору, по схеме узора 2-го ряда. И здесь я вяжу так, как я вязала по узору, то есть над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Заканчиваю вязание 6-го ряда, 2 изнаночные, лицевая, кромочную снимаю, не провязанный. 7-й ряд. В 7-м ряду я закрою с каждой стороны по 2 петли. Первую снимаю петлю, вторую снимаю, протяжка. 1 петлю закрыла, следующая лицевая и еще раз протяжка. 2 петли закрыла. Дальше вяжу по узору. Лицевая, 2 изнаночные у меня здесь получается, и дальше 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. Продолжаю. 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. Довязываю ряд. Довязываю 7-й ряд. Вправо, влево, изнаночная, и оставшиеся петли довязываю по узору. 3 лицевые, изнаночная и кромочную снимаю, не провязывая.
В 8 ряду, так же как в начале 7 ряда, закрываю 2 петли. Кромочную снимаю, следующую петлю снимаю, протягиваю 1 петля, следующую провязываю изнаночной и протягиваю 2 петля. Довязываю ряд до конца и вяжу над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Довязываю ряд, лицевая, изнаночная, кромочную снимаю. Следующий 9 ряд. В этом ряду также закрываю 2 петли. Снимаю кромочную, снимаю следующую петлю, протяжка. Следующая петля изнаночная, протяжка. Все, 2 петли закрыла. И здесь продолжаю вязать узор. В этом ряду от бокового края в 5 дорожке 1, 2, 3, 4, 5 я узор не вяжу. То есть это следующая дорожка, вот сейчас у меня идет. Я провязываю изнаночную петлю, 3 лицевых. И дальше уже узор вяжу. Изнаночная. И в этой дорожке уже буду вязать узор. Изнаночная. И из средней петли вывязываю 3 петли. Дальше 3 изнаночные. И снова 3 петли из одной, 3 изнаночные. 3 из одной, 3 изнаночные. Повторяем до конца ряда. Не до конца, а также в 5 дорожке я покажу, подключусь. Не вяжем узор. Я подхожу к концу ряда и отсчитываю дорожки. От начала, от бокового края. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь узор не вяжу. В 6 еще вяжу. 3 из одной. 2 изнаночные. А дальше уже над этими дорожками я узор не вяжу. Это тоже 5 дорожка от бокового края. Здесь 3 лицевые, изнаночная. Здесь остается 2 лицевые. И кромочную снимаю, не провязывая. В 10 ряду, в начале 10 ряда, так же как в начале 9 ряда, закрываем 2 петли. Снимаю кромочную. Снимаю первую петлю после кромочной, протягиваю. Следующая изнаночная и еще раз протяжка. Все, 2 петли я закрыла. Дальше довязываю ряд до конца, провязывая над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Довязываю 10 ряд, и здесь уже довязываем до конца. 3 изнаночные, лицевая и кромочную уже провязываем. Изнаночной, как обычно. Все, проймы связаны. С каждой стороны закрыли по 15 петель. В начале ряда и в конце. И дальше по краю полотна в начале ряда и в конце над первой дорожкой узор не вяжем. Вяжем просто над ней, над этой дорожкой 3 лицевые петли. То есть вот сейчас я вяжу 11 ряд от начала вязания пройм. Провязываю кромочную, снимаю, 1 изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. И так будет до конца вязаться начало ряда. Дальше в этом ряду вяжем узор. Это 3-й ряд узора, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой. Значит, вправо, 2 раз влево.
1 изнаночная. И повторяем. 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. Довязываем до конца ряда, до последней дорожки. В конце 11 ряда также над последней дорожкой провязываем 3 лицевые, дальше 1 изнаночная и кромочная. 12 ряд, все петли по узору. Итак, проймы вывязаны и провязано от начала вязания пройм 12 рядов сейчас. Дальше я буду делить переднюю часть на 2 полочки и каждую вязать отдельно. После убавлений по проймам у меня осталось 21 дорожка, вот такая вместе с этими крайними. И я выделила среднюю дорожку, оставив по 10 дорожек по краям. Средняя вот она. И вот здесь на средней дорожке будет середина. Эта полочка и эта полочка. Как я буду здесь делить? Сначала от начала ряда я буду провязывать петли. Это получается левая полочка. И вяжу от начала вязания пройм, это у нас 13 ряд получается. И провязываю петли по узору, так как я вязала бы. Кромочная, изнаночная, первые 3 так и провязываем. А дальше узор. Изнаночная, изнаночная, 3 петли из одной, 3 изнаночные. И повторяю так 3 петли из одной, 3 изнаночные. Повторяю, пока не останется последних, в общем, до последней вот этой дорожки. Я довязала до 10 дорожки, 10-ю дорожку провязываю узор на ней, изнаночная. И дальше вот эта 11-я дорожка, здесь в центре 3 лицевые. Как я здесь буду провязывать, чтобы разделить? Значит, следующую петлю вяжу изнаночной. И дальше у меня будет по этому краю двойная кромочная петля. Для этого я 1 петлю вяжу изнаночной, потом я ее буду снимать в следующих рядах. А самая средняя петля 11-й дорожки, из нее мне нужно вывязать 2 петли, чтобы одна пошла на левую полочку, одна на правую полочку, одна осталась на левой полочке. Значит, одну я провязываю, эту среднюю. И отмечаю середину. Здесь разделяются полочки. Для второй полочки мне из этой петли нужно еще 1 петлю вывязать. И я возьму, сейчас пока сниму, подхвачу левую стенку петли не ту, из которой сейчас вышла эта петля, а нижнюю под ней. И провяжу еще 1 лицевую петлю. Вот так вывязываю. Отмечаю. Теперь эта петля будет кромочной. И дальше вяжу по узору. Это будет 2-я кромочная. И провязываю этот ряд уже по узору. Изнаночная, изнаночная и узор. Из средней петли вывязываю 3 петли, дальше 3 изнаночные. Довязываю этот ряд до конца. И вот эти петли я сейчас сниму на дополнительную булавку. Петли этой полочки пока в работе участвовать не будут. Я буду вязать в первую очередь вот эту правую полочку. В конце 2-го ряда полочки
я провязываю петли по узору до последних 2 петель. Когда остается 2 петли, предпоследнюю петлю я снимаю, не провязывая нить перед работой, последнюю петлю вяжу изнаночной, это кромочная. Разворачиваю вязание, я петли уже левой полочки сняла на дополнительную спицу и продолжаю вязать ровным полотном правую полочку до выреза горловины. При этом в каждом изнаночном ряду я провязываю в конце вот здесь ряда так, как я показала, а в начале ряда эту вторую кромочную я провязываю. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. А в конце ряда я предпоследнюю снимаю, последнюю провязываю изнаночной. И дальше все по узору. Изнаночная и узор. И так повторяю эти 4 ряда, вяжу ровным полотном до выреза пройм. Извиняюсь, конечно же, не до выреза пройм, а до выреза горловины. Так я провязала после вырезов пройм высоту ровно еще 9 раппортов. Всего от начала вязания пройм у меня провязано сейчас 48 рядов. И в 49 ряду я начинаю вывязывать вырез горловины. Итак, 49 ряд от начала вязания пройм. У меня в начале ряда 2 кромочные. Из них я сейчас сделаю одну. Первую кромочную снимаю, вторую провязываю и протягиваю одну через другую. Дальше начинаю делать убавление. Провязываю по узору, убавляя 5 петель. Изнаночная, протяжка, 1 петля. Дальше 2 лицевая, протяжка, 3 лицевая, протяжка, 4 лицевая, протяжка, 5 изнаночная, протяжка. 5 петель я закрыла. Дальше довязываю ряд до конца, но в следующем ряду я буду закрывать 4 петли, и чтобы здесь не увеличилось количество петель, в следующей дорожке я провязываю так. Без узора просто провязываю изнаночная, 1 лицевая, из нее не вывязываю 3 петли, просто 1 лицевая. И дальше продолжаю узор. 3 изнаночные. И здесь уже из следующей 3-й дорожки вывязываю 3 петли. Дальше по узору 3 изнаночные, 3 петли из 1, 3 изнаночные, 3 петли из 1. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и 50 ряд в конце подключусь. В конце 50 ряда провязала ряд изнаночная, лицевая, и последнюю петлю снимаю не провязанной. Так же, как на проймах делала убавление. 51 ряд. Первую петлю снимаю, вторую также снимаю. Протягиваю, убавила 1 петлю. Следующая 2 лицевая, протяжка. 3 изнаночная, протяжка. И 4 изнаночная, протяжка. Все, 4 петли еще закрыла. Дальше продолжаю вязать этот ряд до конца. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И продолжаю вязать этот ряд по узору. Довяжу его до конца и в изнаночном ряду также последнюю петлю снимаю не провязанной.
53 ряду я закрою еще 3 петли. Снимаю первую петлю, снимаю вторую петлю, протяжка, одну петлю закрыла, вторая лицевая, протяжка, третья лицевая, протяжка. Все, 3 петли еще закрыла, продолжаю вязать этот узор. Изнаночная, изнаночная, из одной петли 3 изнаночные. Довязываю этот ряд до конца по узору. 53 в 54 ряду последнюю петлю снимаю, не провязывая. 55 ряд. Закрою еще 2 петли. Снимаю первую петлю, вторую петлю, протяжка, одну петлю закрыла. Следующая петля. Здесь по узору нужно провязать лицевую и изнаночную вместе, лицевой с наклоном вправо. Протяжка. 2 петли закрыли. Дальше продолжаем вязать по узору этот ряд. Довязываю этот ряд. И в 56 ряду последнюю петлю снимаю не провязанной. 57 ряд. Закрою еще 2 петли. Снимаю первую петлю, снимаю вторую петлю, протяжка. Следующая петля вяжу лицевой, протяжка. Все, 2 петли закрыла. Дальше по узору. Изнаночная, изнаночная, 3 петли из одной, 3 изнаночные. И продолжаем вязать этот узор до конца ряда. Довязываю 57 ряд и 58 ряд уже провязываю до конца, в том числе и изнаночную петлю, кромочную петлю. 59 ряд и 60 ряд вяжем просто по узору, уже без убавлений. Снимаю кромочную, изнаночная и узор. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Провязываю 59 этот ряд и 60 по узору. Итак, от начала вязания пройм все 60 рядов провязаны. Осталось на спицах у меня 27 петель. Я их сняла, пересняла на булавку. Нить обрезала. Сейчас я верну на спицы петли второй полочки и продолжу вязать вторую полочку. Пересняла петли на спицы, и теперь здесь нужно начинать вязать от центра. Так как 13 ряд мы уже провязали, теперь нужно вязать 14 ряд. Здесь в начале ряда также у нас будет 2 кромочные в начале изнаночного ряда. Сейчас я покажу 2 ряда. Беру нить рабочую, первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю лицевой. И дальше по узору. Здесь у меня 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые и так далее. Довязываю этот 14 ряд и в конце 15 подключусь. Провязала 15 ряд лицевой. И здесь вяжу в конце после 3 лицевых 1 изнаночная. И предпоследнюю петлю я снимаю, не провязывая нить перед работой. Последняя кромочная, изнаночная. И так во всех лицевых рядах. Предпоследнюю петлю снимаем не провязанной. А изнаночный ряд начинается. Это 16 ряд. Каждый изнаночный ряд начинается так, как я сейчас в 14 ряду показала. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Дальше по узору. Итак, я сейчас буду вязать
как и на предыдущей полочке, по 48 ряд. Затем провяжу 49 и здесь, ну я потом объясню это. В общем, вяжем ровно 48, по 48 ряд от начала вязания пройм. Я провязала также 48 рядов, и сейчас 49 уже начала вязать. И здесь разница такая. Если на правой полочке мы закрываем петли в начале лицевого ряда, то на левой полочке закрываем петли для горловины в начале изнаночного ряда. Поэтому лицевой ряд провязываем, а в изнаночном начале закрываем. Но при этом нужно учитывать те петли, которые у нас пойдут под закрытие, чтобы на них не вязать узор в том ряду, в котором идут прибавления петель. Поэтому вот я сейчас довязала 49 ряд до, где у меня 2 дорожки. И на предпоследней дорожке я еще узор провязываю, то есть увеличиваю это количество петель, вывязываю в центре 3 из одной, затем изнаночная, изнаночная и изнаночная, а в центре последней дорожки я 3 петли из одной не вывязываю, чтобы не получилось потом, что я закрою 5 петель, и здесь будет увеличено количество петель, и можно здесь запутаться будет. Поэтому я просто провяжу ее одну лицевую, дальше изнаночная, изнаночная и двойная кромочная. И дальше в 50-м теперь ряду, если я там начинала закрывать на той полочке в 49-м ряду петли, то здесь в 50-м. Так, 50-й ряд закрываем также петли. Первую петлю снимаю, вторую кромочную я провязываю и делаю протяжку. Все, также сократила одну кромочную петлю. И дальше закрываю 5 петель. Лицевая, протяжка. Первая петля, вторая лицевая, протяжка. Третья изнаночная, протяжка. Четвертая лицевая, протяжка. Пятая лицевая, протяжка. И завершаю этот ряд, довязывая все петли по узору. Довязываю этот 50-й ряд, затем 51 до конца, и в конце 51 ряда последнюю петлю я снимаю не провязанную. Сейчас я посмотрю, если там тоже надо будет не провязывать узор. Но в конце 52 ряда, неправильно, да, говорю, в конце 51 ряда я подключусь. Итак, довязываю 51 ряд. Здесь все по узору, 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево, и остается одна петля кромочная, ее снимаем не провязывая. Следующее закрытие в 52 ряду. Закрываем 4 петли. Первую снимаю, вторую снимаю, протяжка, одну петлю закрыла. Следующая, вторая изнаночная, протяжка. Третья изнаночная, протяжка. Четвертая лицевая, протяжка. Дальше все по узору. 3 изнаночные, 1 лицевая. 3 изнаночные, 1 лицевая. Довязываю этот ряд до конца, и в конце следующего лицевого ряда подключусь. Так, конец 53 ряда. Здесь смотрим. В 54 ряду мне нужно будет закрыть 3 петли. Смотрю, 3 петли. Значит, на последней дорожке не вывязываем уже из одной петли 3. Здесь я провяжу так, значит, изнаночная, и эти 3 петли дорожки также провяжу. Изнаночная, 1 лицевая, а не 3.
изнаночная, и кромочную снимаю, не провязывая. 54 ряд, закрываю 3 петли. Снимаю первые 2 петли, протяжка. Первая петля, вторая изнаночная, протяжка. Третья лицевая, протяжка. И довязываю ряд до конца. Здесь 2 лицевые у меня получается, 3 изнаночные. И дальше 3 лицевые, 3 изнаночные. Вяжем этот ряд по узору. Довязываю 55 ряд. Здесь нам ничего не мешает, поэтому провязываем просто по узору. Последнюю петлю снимаю, не провязывая. — 56 ряд. Закрываю 2 петли. Снимаю первую, снимаю вторую, протяжка. 1 петля, следующая изнаночная, протяжка. 2 петли закрыла. Дальше довязываю ряд по узору. 2 изнаночные здесь, 1 лицевая. И дальше до конца ряда 3 изнаночные, 1 лицевая. Довязываю этот 56 ряд, и в конце 57 ряда также 1 петлю снять, последнюю не провязывая. И в 58 ряду закрываем последние 2 петли. Снимаю первую, вторую, протяжка. И следующая петля провязываю лицевой, протяжка. Все, 2 петли закрыты. Дальше по узору лицевая, лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Довязываю этот ряд до конца. И дальше 59 и 60 ряды просто по узору. Так же, как на предыдущей планке, без убавлений. Все 60 рядов от начала вязания пройм провязаны и на второй полочке, и здесь также осталось 27 петель. И теперь мне нужно соединить петли по плечам на спинке и передней части. Для этого я беру спинку, вот она, и прикладываю к этому плечу, здесь уже не снимаю, на булавку, начну соединять с этого плеча петли. Прикладываю спинку к полочке лицевыми сторонами друг к другу. Вот лицевая сторона, лицевыми сторонами друг к другу. Вот так. И буду провязывать вместе эти 27 петель. Рабочая нить на дальней спице. И соединяю методом 3 спиц. С дальней спицы снимаю первую петлю. С ближней спицы провязываю 1 петлю лицевой, снимаю ее со спицы и протягиваю через снятую петлю. И дальше провязываю, подхватывая с каждой спицы по 1 петле. С ближней спицы, с дальней спицы. И вместе их провязываю. И обе петли снимаю со спиц. Затем протяжка. И так все 27 петель. Протяжка. С ближней спицы, с дальней спицы провязать вместе, снять, протяжка. С ближней спицы подхватываем, с дальней спицы подхватываем, провязываем их вместе, снимаем,
протягиваем и закрываем таким образом. Так я соединила петли плеч. Вот такой аккуратный шов получается с обратной стороны. Косичка, а по лицевой стороне узор вот так сходится. На спинке после закрытия плеч открытыми остались 33 петли. Пусть они пока будут открытыми. Сейчас я буду набирать петли для планки горловины, и эти петли буду провязывать по открытым петлям. Набор петель для горловины начинаю по лицевой стороне от края правой полочки. Так набираем петли. Вначале можно крючком. Так, здесь было 2 кромочные. Я подхвачу первую кромочную. И также в центр второй кромочной. А дальше буду поднимать петли по узору. Там, где изнаночная, над изнаночной петлей. Там, где дорожка из лицевых, 3 лицевые. Опять изнаночная, 3 лицевые. То есть так, как шел узор. Над изнаночной 1. Теперь здесь 3 лицевые. Я ввожу крючок прямо в петлю. 1, 2, 3 лицевая. Затем снова над изнаночной петлей. Еще раз. 3 лицевые. 1. 2. 3. Над изнаночной 1 петля и над 3 лицевыми 1, 2, 3. Над изнаночной петлей. И старайтесь так, чтобы отверстия большого не было. Так, здесь смотрим дальше. Вот так же вот дорожка. Так. Одна лицевая. Вторая лицевая. 3 лицевая. Дальше здесь можно еще одну где была изнаночная. Так, здесь подтянем и смотрим. Можно еще напротив шва одну поднять. Давайте поднимем. И смотрим, сколько петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 петель я подняла. И теперь провяжу петли, открытые петли спинки, провяжу все лицевыми петлями. И затем подниму также 20 петель по второй стороне.
Я подняла все петли, и теперь у меня здесь по 20 и 33 на спинке открытые были. Получается 73 петли на спицах. Один ряд я провяжу сейчас по изнаночной стороне лицевыми петлями, чтобы отделить планку горловины зрительно. И затем буду вязать резинку 1 на 1. Количество петель 73 мне подходит, так как резинка 1 на 1 должна быть кратно для симметрии, кратно 2 плюс 1 для симметрии. Все у меня сошлось. Если получается четное число, то нужно будет или убавить, или прибавить 1 петлю. Все, провязываю второй ряд как бы платочной вязкой, затем вяжу резинку 1 на 1. Сколько провяжу рядов, скажу. Я провязала резинку 1 на 1 14 рядов и буду закрывать петли. Резинку вязала так: в начале и в конце ряда по 2 кромочные петли, так же как вязала вот здесь, продолжила 2 кромочные вязать, и после 2 кромочных изнаночная, затем лицевая, изнаночная, лицевая, и в конце также заканчивается изнаночная и 2 кромочные. И теперь закрываю петли. Петли буду закрывать обычным способом, путем протяжки. Провязываю по узору, как лежат петли, и протягиваю через предыдущую петлю. Первую кромочную снимаю, следующую провязываю и протягиваю. И дальше вяжу по узору. Если идет изнаночная, вяжу изнаночную и протягиваю. Идет лицевая, вяжу лицевую, протяжка. Изнаночная, протяжка и так далее. Лицевая, протяжка. И так закрываю петли. Петли закрыты, и все, что осталось мне сделать, это соединить боковые швы по боковым швам. Для этого я выворачиваю изделие на изнаночную сторону лицевыми сторонами друг к другу. Так. И буду соединять по кромочным петлям. Для соединения я взяла крючок 3 миллиметра. Можно начать соединять той нитью, которая осталась от начала вязания, а затем уже присоединить другую нить. Подхватываю обе стенки. Так, сначала я ее продену сюда с обратной стороны, эту нить. Вот так. И буду соединять, подхватывая обе стенки кромочных петель. С одной стороны 2 стенки и с другой. Первую петлю я провяжу так, протяну и закреплю, а дальше буду вязать просто соединительными столбиками. Подхватываю кромочную одной части и кромочную со второй части, захватывая 2 нити. Вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю, то есть соединительные столбики. И не затягиваю. Опять 1 кромочная, 2 кромочная. Вытягиваю нить, протяжка. Еще раз. Здесь уже короткая нить, я ее закреплю. И возьму новую нить. Сюда же продену, завяжу узелок и продолжу. Подхватываю, вытягиваю нить,
закрепляю. Протягиваю. Проверяйте, чтобы захватывались обе стенки петли. И так, подхватывая каждую кромочную петлю, соединяю до пройм. Обе стороны по бокам. И периодически вот так подтягиваю, чтобы шов не стянуло. С лицевой стороны вот он идет шов, его не видно. Вот. Все, соединяю эту сторону и вторую. Моя безрукавка полностью готова. Я постирала ее в стиральной машине на режиме быстрая стирка. Температуру ставила 30 градусов и отжим 800 оборотов. Сушила в горизонтальном положении. После стирки в размерах не изменилось, все осталось точно так же. Если вам понравилась моя безрукавка, свяжите тоже и присылайте мне фото своих работ. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого-самого доброго и до встречи в моих новых видео.